Всем привет, с вами Даша, и это Дневник ароматов. Сегодня у нас гурманская подборка. Это любимчики из моего гурманского парфюмерного шкафа. Они, по сути, и составляют основу моего гурманского парфюмерного гардероба. Все эти ароматы комплементарные. Это гурманика из разных направлений. Здесь будут и фруктовые ароматы, и лактонные, и теплые карамельные, и более воздушные, и пудровые. Прежде чем приступить к теме видео, напоминаю, что сделать ваш парфюмерный шопинг более выгодным вы можете, используя промокоды. Промокод 10MALE дает скидку 10% в интернет-магазине парфюмерии и косметики rendezvous.ru. Действует он на заказы от 2500 рублей и суммируется со всеми скидками и акциями. Также используйте промокод на скидку до 7% в интернет-магазине Aroma Boutique. Он действует от любой суммы заказа, но не суммируется со скидками по распродаже. Распространяется на те товары в корзине, которые идут без скидок. Промокоды являются многоразовыми, все подробности в описании к видео. Обязательно подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали, а мы начинаем. И открывает нашу сегодняшнюю подборку моя любимая миндальная гурманика Etro Geliatrope. Я в целом очень люблю ноту миндаля в парфюмерии, и особенно люблю, конечно же, гурманский миндаль. И для меня это самое красивое прочтение сладкого миндаля. И для меня это не просто сладкий миндаль, а это очень натуралистичный запах марципанов. Это сладкое миндальное пирожное, посыпанное ванильной пудрой. В аромате пудровости очень много, она аромат смягчает, и она смягчает напор вот этой сладости. С одной стороны, здесь очень ярко раскрыта вот эта вот десертная гурманская составляющая миндаля, но в то же время здесь ярко ощущается и его цианидность. Здесь присутствует та самая миндальная горчинка, которая добавляет характера звучанию. И периодически я даже здесь считываю некоторую алкогольность и нюанс миндального ликера. Ощущаю здесь нюанс дорогого амаретто. То есть здесь, с одной стороны, присутствует вот эта вот яркая пудровость и кондитерская, ощущение, что вы находитесь в облаке ванильной пудры. Пудровость и цветочное, сочетание гелиотропа, ириса, такая утонченная, но не уходящая в косметичность. И при этом вот эта вот теплая бальзамичность с намеком на алкогольность, с намеком на запах амаретто. Я этот аромат ношу абсолютно в любую погоду, никогда от него не устаю, он меня не душит, но в то же время комфортный, умеренный шлейф здесь присутствует, и аромат регулярно собирает комплименты. Это очень красивый парфюмерный марципан в облаке цветочной и ванильной пудры. Присмотритесь. Следующий аромат — это моя любимая лактонная гурманика Zadig Voltaire This Is Her. Это такая универсальная гурманика на все времена. Аромат, который нравится практически всем, как я заметила. Здесь просто идеальное сочетание ореховой кремовости, которую дает нам нота каштана, ванили, сливочности, сладковатой молочности и нежнейшей теплой древесности. Для меня это запах карамелизированных каштанов, политых взбитыми сливками. Все это на комфортной древесной базе из сандала и кашмирана. Ваниль сладкая, но при этом очень мягкая. В целом аромат какой-то пушистый. Он обнимающий, как теплый мягкий свитер. Мне очень нравится эта гурманская сливочность и теплая, уютнейшая древесина. При этом в аромате есть воздух, он не удушающий. За счет розового перца в аромате действительно есть чем дышать. Да, он стойкий, да, он шлейфовый, он очень диффузный, он комплементарный, он максимально женственный, на мой взгляд. Для меня это просто идеальная сливочная гурманика. Следующий аромат – это моя любимая цитрусовая гурманика, и это Лира от Ксерджов. И на сегодня это мой любимый аромат на тему лимонного пирога. Это аромат меренги. Это аромат лимонного тарта, где ярко ощущается и цитрусовая кислинка, и вот эта вот карамелизированная цедра лимона как будто бы здесь присутствует, лимонные цукаты, запах засахаренной апельсиновой кожуры. И все это обрамляется восхитительной нежной ванилью, которая звучит дорого, которая звучит не плоско. Опять же, здесь звучание очень объемное, и как будто бы ощущается здесь запах вот этого бисквита мягкого, запах теста, пропитанного ванилином. Здесь присутствует теплая пряность уютная, которую нам дает нота корицы. Она здесь не очень яркая, но в раскрытии я ее ощущаю, и она действительно добавляет теплоты звучанию. Ну а легкого фужерного холодка добавляет нота лаванды. И это тот случай, когда лаванда не уходит в какую-то мужскую тематику, в пенно-бритвенную историю. Она делает звучание более благородным, добавляет какой-то серьезности и добавляет дороговизны. Аромат стойкий, аромат шлейфовый.
И я бы даже сказала, что это какая-то дофаминовая история. Он всегда поднимает настроение, он создает ощущение праздника, он очень жизнерадостный. Присмотритесь, если еще не знакомы, обязательно протестируйте. Он очень многим нравится. Следующий аромат – это очень бюджетная композиция, которая звучит дороже своей стоимости. Aqualina Pink Sugar. Эстетика в стиле Барби, и мне это очень нравится. Здесь есть и пушистый нюанс сахарной ваты, и ассорти из ягод, перетертых с сахаром. Я вообще ощущаю здесь запах клюквы в сахаре. Здесь ощущается и теплота густой тягучей карамели, кондитерская яркая ваниль, безусловно. И в целом для меня это какой-то микс из ягод в сахаре, из вот этой пушистой мягкой сахарной ваты. Все это еще полито карамелью, то есть здесь очень много всего. И при этом глубины звучанию добавляет нота лакричника. И здесь действительно очень яркий нюанс лакрицы. Я ощущаю именно запах вот этих вот лакричных конфет. Аромат звучит очень интересно. Он переливается. Он открывается для вас разными гранями на протяжении всего звучания. То больше ягодной сладости, которая оттеняется кислинкой этих же ягод. Для меня здесь очень ярко ощущается нота клюквы. При этом облачко ванильной пудры, при этом тягучая сливочная карамель. Аромат вне времени, вне возраста будет актуален всегда, как мне кажется, для любителей такой яркой сахарно-ягодной гурманики. И этот аромат тоже нравится окружающим и собирает комплименты, что всегда очень приятно. В общем, горячо рекомендую. Ну и в ход пошла тяжелая артиллерия. Аромат Хамра от бренда Латафа, у меня классическая версия. И это самый яркий, самый стойкий шлейфовый гурманский аромат из моей коллекции. Это прекрасная бюджетная парфюмерная композиция, которая звучит тоже дороже своей стоимости, может похвастаться просто шикарными техническими характеристиками. Здесь и стойкость, здесь и шлейф. Этот аромат слышно и на следующий день, на одежде до стирки. Шлейф очень объемный, очень яркий. Но для меня это очень красивая такая алкогольно-восточная гурманика. Яркая нота фиников, нота подбродивших яблок с корицей. Я здесь слышу какую-то такую абстрактную десертность. Для меня это скорее яблочно-финиковый десерт с большим количеством корицы и также с дорогой сладковатой алкогольностью. Густая, насыщенная древесная база. Смолистость, бальзамичность здесь тоже присутствует. Я очень люблю пряные ноты ароматов. Я просто обожаю ноту финика, и здесь она выполнена просто идеально. Здесь есть и ощущение карамели, и орехового пралине. То есть такие густые, насыщенные гурманские ноты. Восточный антураж здесь присутствует, но это носибельный, комфортный, тактичный Восток. И на мужчинах он тоже прекрасно раскрывается. В общем, присмотритесь. И завершает нашу гурманскую подборку Tutu Blanc от Gritti. И я просто обожаю оформление у этого бренда. Все очень приятно визуально, просто милейшие флаконы, ну и, конечно же, сам аромат. Для меня это запах очень вкусного фруктового десерта. Сочетание спелого зеленого яблока с ягодным ассорти, и все это залито взбитыми сливками и посыпано ванильной пудрой. Ваниль здесь именно пудровая, воздушная, очень нежная и комфортная. Легкая цветочная пудровость тоже украшает звучание аромата. При этом здесь есть и приятная цитрусовая кислинка, за счет которой в аромате есть воздух. Очень красивое сочетание яблока, малины, черной смородины, цитрусов и вот этого облачка из ванильной пудры и взбитых сливок. Здесь присутствует такой пушистый, обволакивающий мускус, но это мускус достаточно комфортный. Да, он делает звучание диффузным и ярким, а за счет ноты кокоса здесь еще и нежная лактонность присутствует. Да, такая легкая вуаль из кокосового молока. Восхитительный, дорогой десерт с каким-то жизнерадостным итальянским настроением. Аромат Dolce Vita. Тоже очень комплиментарно, тоже очень женственно, всесезонный, на любой случай, на любую ситуацию. Такой универсальный гурманский парфюм с фруктово-ягодными оттенками и красивой ванилью. Обязательно присмотритесь. Пишите в комментариях, какие у вас любимые гурманские ароматы, а также что думаете об ароматах из моей подборки. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, также смотрите мои предыдущие видео о различных интересных парфюмах. Не забывайте использовать мои промокоды, тем самым вы поддержите развитие моего канала. Всем спасибо, кто был со мной. С вами была Даша. Всем пока.